Великая Отечественная война – это огромный отрезок жизни не только общества страны, но и просто лично жизни каждого, кто прошел сквозь годы лишений, потерь и великого подвига. Мы ощущали прилив всех чувств человеческих. Какой-то подъем необыкновенный. У всех желание защищать Родину. Сегодня мы говорим «ветераны». Из газетных страниц с телеэкранов на нас смотрят пожилые женщины и постаревшие мужчины. А тогда им было 16, 17, 18. 22 июня у нас в школе было собрание выпускное. И вдруг заскакивает один мальчишка и говорит: что вы сидите здесь, побежали на площадь. Там у репродуктора все собрались, говорят, война. Нашему поколению людей, родившихся в первой четверти 20-го столетия, выпала действительно суровая доля и судьба с оружием в руках защищать свою родину. И эти юноши и девушки смогли не только отстоять свободу и независимость своей родины, но и освободить от фашизма Европу. И это они в холодные, голодные послевоенные годы восстанавливали разрушенные города и деревни, строили заводы и фабрики, поднимали промышленность и науку. Несомненно, они – поколение Победы. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколения для историков она покажется неизбежной. 8 сентября отца и мать немцы расстреляли. Немцы расстреливали прежде всего коммунистов, комсомольцев, активистов, партизанские семьи и красноармейские семьи. И когда они ворвались в деревню, отца начали допрашивать: где твой сын? Не знаю, говорит, где-то воюет, наверное. Ну, начали издеваться, били его и расстреляли. Война – это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это упорство защитников Москвы, это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина. Командир дивизии говорит: сынок, сложная тебе задача. Вот видишь, на высотке он, сволочь, окопался. Гибнут солдаты. Чтобы спасти жизни людей, надо ползти право своим ружьем, сколько можешь ползти, чтобы ты поравнялся с этим фашистом. Сколько я полз, не помню. Увидел я его. Я думаю, ну что мне делать? И вот хоть мальчишка был, а сообразил, что лишь бы как стрелять не надо. Я жду. И он только поднял голову, что вот прицелится, я вот тюп. Пулемет замолчал. Потом смотрю, пехота поднимается, ура, никакой стрельбы больше нет. И бежит ко мне командир роты. Обнял меня, расцеловал. И вот его слова: как я, сынок, боялся за тебя. Это было в июле 1944 года. Мы освобождали Литву. Сильный зенитный огонь. В этот раз у нас было ранено 3 человека. Лена Азаркина руку-ногу, Женя Гурулева в спину и Лена Малютина. Она была ранена осколком зенитки в живот. А мы заходили на цель. И вот на этом начале боевого пути она ранена, держится в строю, штурман сбрасывает бомбы, цель поражена, сфотографирована, разворот, уход от цели, и она теряет сознание и падает на штурвал. Лена Юшина ее всю нашатырем облила. Приходит в сознание и держит штурвал. И говорит: аэродром запасной, садимся. И сажает самолет. Ее вытаскивает в состоянии клинической смерти. Через 2 месяца вернулась в полк.
У нас в землянке, жили в землянках, плакат и слова неизвестного фронтового поэта: «Будем жизнью защищать отчизну, чтобы жизнь, как песня, вспоминаться, умирать с такой страстью жизнь, чтобы никогда не умирать». Храните память о боевых подвигах своих предков. Мы уже уходим в область предков. Участников Великой Отечественной войны 1941-1945 года. И передавайте эту память из поколения в поколение.